Сегодня чудесное утро, на улице жарко, у нас уже осень началась, но тем не менее лето никак не хочет уходить. Дома прохладно, делаем завтрак, готовят что-то похожее в очень многих местах, люди разных национальностей. Но если охарактеризовать то, что я сегодня буду делать, это будет что-то похожее или приближенное к итальянской фриттате. Итак, начинаем. Что мне сегодня понадобится? Тут, безусловно, яйца, 2 кабачка, лук, чеснок. Это где-то прочитал, называется микромерия. На иврите это называется зуталя вана, одна из самых пахучих и ароматных трав, растущих на Ближнем Востоке. Кинза и стебли, и зеленая часть, безусловно. Микромерия сухая, у нее немножечко другой вкус, поэтому я в любом случае это добавлю. Перец, соль, чуть-чуть муки. Приступаем к подготовке продуктов. Не слишком стараюсь нарезать это как-то так мелко. Как есть, так есть. Здесь надо немножечко постараться, потому что стебли здесь довольно жесткие. Нам нужны только листья. Если бы можно было передать аромат. Кабачки обрезаем. Что нам не нужно. На самой крупной терке натираем. Лук. Добавляем к кабачкам на той же терке. Терка нам больше не нужна. В мойку. Это пока в сторону. И сейчас чеснок. Чеснок, безусловно, по вкусу. 4 зубчика нам не помешают. Давим чеснок. Замечательная вещь с Алиэкспресс. Дешево и работает. Чеснок идет к луку и кабачкам. Отправляем зелень к кабачкам, луку и чесноку. Теперь сухая травка, та же самая микромерия. Растираю между ладонями. Мы хотим ароматную яичницу. Переходим к яйцам. 2 яйца. Немного муки, последний ингредиент. Черный перец. Соль по ощущениям. Ну а теперь чистыми руками все это дело перемешать. Ну вот то, что у нас получилось. На самом деле самая трудоемкая работа сделана. Сейчас все переходит на огонь, то есть на сковороду. Моем руки. Сковородка. Силиконовая лопатка, оливковое масло, немного сливочного масла. Великолепное сочетание оливковое масло и немножечко сливочного масла. Если яичница, лучше ничего не придумаешь. Масло разогрето, огонь убираем до минимума. Силиконовой лопаткой переводим все содержимое миски в сковороду. Аккуратно все распределяем по поверхности сковороды. Накрывается все крышкой и оставляем минут на 7 на минимальном огне готовиться. Прошло какое-то небольшое время, открываем крышку, переворачиваем на другую сторону. Открываем. Выглядит замечательно. Побольше огонь. Последние 2 минуты. Огонь увеличили. Я хочу, чтобы вся влага, которая образовалась под крышкой в сковороде, чуть-чуть испарилась. Я хочу хрустящую корочку. Ух ты! Красота!
Огонь нам больше не нужен. Здесь все готово. Переносим. Опа! Завтрак готов. Что может быть еще лучше? Яичница, лабаны, свежий хлеб, только что поджаренный, овощи, камамбер. Всем приятного аппетита, всем, то есть детям, прежде всего. Посвящаю детям этот завтрак. И дай Бог, чтобы все дети кушали такую еду. Я надеюсь, что они мне простят, если я чуть-чуть попробую от их завтрака. Правда, дай Бог, чтобы все дети так кушали. Всем приятного аппетита, хорошего года, хорошего дня. У нас Рош ха-Шана, еврейский Новый год. Поздравляем всех. Спасибо за просмотр. Большое. Очень.